Я считаю этого человека военным преступником. Он патологически боится за свою жизнь. С новичком, конечно, еще не бегают, но к родственникам уже пришли. В плане здоровья у него лучше, наверное, чем у многих людей его возраста. Вы должны перестать выполнять эти преступные приказы. Война, начавшаяся 24 февраля, поворотный момент в истории России времен Владимира Путина. И хотя вторжение вызвало раскол среди российских чиновников, политиков и бизнесменов, публично почти никто не осудил действия президента. Тем более никто не высказался против войны в руководстве силовых структур. Никто, кроме Глеба Каракулова, капитана Федеральной службы охраны. В середине октября 2022 года он сумел отвлечь своих коллег на несколько часов и улетел в Турцию. Каракулов – самый высокопоставленный сотрудник спецслужб в новейшей истории России, сбежавший из страны. Он был инженером в управлении президентской связи и работал непосредственно с Владимиром Путиным. Он обеспечивал главу государства и премьер-министра секретной связью и за 13 лет в ФСО был более чем в 180 командировках. Досье проверил документы Каракулова и убедился в их подлинности, а детали из его рассказа совпали с информацией из различных баз данных и открытых источников. Мы провели с офицером ФСО больше 10 часов и поговорили с ним о том, почему он решил уйти из спецслужбы и, вероятно, навсегда покинуть Россию. Меня зовут Каракулов Глеб Олегович. До недавнего времени я работал в управлении президентской связи Федеральной службы охраны Российской Федерации. Как вы решили, что пора завязывать с этой работой? На самом деле было очень много звоночков, которые мне давали ясно понять, что я не готов как-то на какие-то сделки с совестью идти, находясь на службе. Совесть моя говорила, что слушай, это не то. У меня через уже менее чем 2 года должна была быть пенсия. Я планировал, что дослужу, там ипотека, не ипотека, закрою. И точно все не продлевать не буду, контракт. Но в феврале этого года началась вот эта вот война преступная. И тут я просто не мог идти на эту сделку с совестью. Я просто не мог находиться на службе у этого президента. Я считаю этого человека военным преступником. Хоть я и не участвую именно в военных этих действиях, но исполнять его преступные приказы или просто хотя бы находиться у него на службе, я не считаю для себя это возможным. Я так понимаю, вы находитесь не на территории России. Как вы покинули Россию? Как вы уволились из ФСО? Как это все происходило? Уволился заочно. На самом деле все началось-то 24 числа. Я, как и многие другие граждане нашей страны, почему-то надеялся, что никакой эскалации не произойдет, тем более открытого агрессивного вот этого нападения. Наверное, 24 числа я полчаса просто сидел в ступоре, прям с утра. Потом, видимо, из-за всех этих переживаний у меня там со здоровьем, там аппендицит, не аппендицит. И на 3 месяца я был на больничном. Несколько успокоился. Опять это вот началось там, меня это не касается, вот эти вот муки. Естественно, я уже понял, что надо как-то потихонечку уходить намного быстрее, чем это будет пенсия, не пенсия. К сожалению, у меня загранпаспорт закончился по-моему, мае этого года. И мне нужно было решать вопрос в том числе и с получением обычного гражданского загранпаспорта. Прошло 3 месяца, плюс там у меня отпуска были. В итоге моя первая командировка после такого длительного периода 1 августа началась. Такая довольно продолжительная, аж на 19 дней. И я прям оказался в гуще вот этого вот обсуждения, знаете, даже смакования всего, что происходит на фронте, на войне. Я даже не знаю, как это передать, насколько это было мерзко и неприятно. То есть это ваши коллеги по Федеральной службе охраны обсуждали, как все происходит на фронте? Прям смакуя, прям вот это вот, я не знаю, какое-то такое жуткое отвращение.
Я планировал просто вот уволиться, как сказать, там, придумать какую-нибудь причину. Это сложно, расторгнуть контракт, но это можно. Собственно, 21 сентября я понимаю, что я даже если я уволюсь, я становлюсь офицером запаса, связист, прямым рейсом сразу после увольнения, сразу на фронт. Я просто категорически не мог бы согласиться на вот это вот, на участие в этой преступной войне. Ну, я приехал из командировки, по-моему, 22-го, и спустя там несколько дней я узнаю, что меня записали в следующую командировку. На этот раз это была Астана, Казахстан. У меня, в общем, появилась мысль, что это хороший вариант, который нельзя упускать. Либо продолжать мучиться, либо служить, либо увольняться, и тогда прямая дорога на фронт, либо уехать, и в том числе с помощью как-то журналистов, как-то вот выступить и сказать, что ну, это преступно, это нельзя вот так вот спокойно воспринимать и тем более поддерживать. Что произошло в Астане? Как вы спланировали этот побег? Вылетели мы в Астану для предварительных подготовительных мероприятий 6 числа. Супруга осталась в Москве. Мы для ребенка получили загранпаспорт 8 числа в субботу. И в субботу они вылетели. Мы ничего такого глобального именно не успели сделать. Ну там, не знаю, вещи, машину там договором дарения оформили на брата супруги, вещи, которые, может быть, пригодятся ему или, может быть, продать тоже, это все отправили. Сами всю свою жизнь упаковали, как-то попытались уместить в 3 чемодана и, собственно, все. То есть это ваша рабочая командировка, вы туда летите вместе с вашими коллегами по ФСО. Спустя несколько дней к вам присоединяется ваша супруга, и это не вызывает никаких вопросов у ваших коллег. Я просто предполагаю, что обычно супруги не ездят за офицерами ФСО в командировке. Ну, естественно, она же не со мной рядом, не в той же самой гостинице. Один раз только пересеклись до того момента, как уже вместе поехали в аэропорт. Она там ко мне заехала за моим чемоданом, потому что я примерно представляю, что если я посреди дня буду выходить с чемоданом в обеденное время, когда все наши сотрудники приходят на обед, там же в гостинице организованной, то это может, скажем так, привлечь внимание. Поэтому мы с ней, живя на тот момент отдельно, пересеклись, она зашла ко мне в номер. Ну, я вот так спокойно это говорю, а человек, на самом деле, она, в принципе-то, за границей не была. Вот, а тут надо зайти в гостиницу, там своя служба безопасности, ей нужно было объяснить, как дойти, чтобы это было быстро и не вызывало такого вопроса, почему человек такой пришел и не понимает, типа, где находится. То есть нужно было еще подгадать тот момент, когда у меня в номере никого не будет. Я вот рассказываю, да, вроде заняло это у нее там буквально 2-3 минуты, но какие переживания внутри она у себя там потом ощущала, это, конечно, ну, очень сильно переживала. А я в этот момент находился с ребенком чуть поодаль от гостиницы, чтобы тоже никому не попасть на глаза. Ваша командировка продолжается, и, наконец, вы решаете, что пора бежать. Как это происходит? Не было такого точного, четкого ощущения, что это будет такой-то день во столько-то времени. Все было очень динамично, и я все думал, так, ну, сегодня опять не получается. И вот где-то дня 2-3 все это переносилось. Потом совпало много факторов. Ну, самый главный основной фактор — это то, что сегодня, на тот момент, 14 октября, был последний день командировки. Завтра, условно, с утра 15 числа, наша группа вот сотрудников ФСО вылетала бы обратно в Москву. Оттягивать невозможно уже было, да. Еще один фактор, который совпал. У нас есть служебные загранпаспорта, но мы их не так часто получаем на руки. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, теперь мы их не будем вообще получать после вот этого моего прецедента. Нам выдали всем на руки загранпаспорта, потому что по службе нужно было ехать в эту точку, в эту, и там, чтобы подтвердить, что ты такой-то, такой-то.
Помню свой шок, когда 14 числа утром старший наш, ну не старший, там помощник его, говорит, ну все, сдаем паспорта. Сегодня 14 числа утром. То есть до этого у меня неделю лежит загранпаспорт на руках мой служебный. Вообще никому не нужен. А тут еще мероприятие идет, а уже говорят, типа, сдавай. Я такой, ну, сижу в наушниках, типа, смотрю за техникой, типа, смотрю что-нибудь там в Ютубе. Кто-то сдает, а я, типа, не слышу до последнего момента. Ну, то есть даже если бы мне там сказали, типа, ну что, где твой паспорт? Ну, я бы сказал, не знаю, там, в гостинице. Мы просто в разных гостиницах в одной жили, в другой работали. Ну, можно было сказать, что это в другой гостинице, я там на обед пойду и, собственно, принесу. Ну и предварительно еще тоже я договорился, чтобы, ну, работы было много, достаточно. И никаких там возможностей сходить куда-нибудь в магазин, какие-нибудь там сувениры и все такое прочее. У меня, например, не было. Ну, у кого было чуть поменьше работы, они там, может быть, уже там все там сувениры, какие-нибудь покупки в магазинах, они, наверное, это уже реализовали, я нет. Соответственно, я говорю, слушайте, ну я нормально отработал, все нормально, все вот у меня работает. Могу я после обеда пойти еще в магазин, то есть я себе увеличиваю время, которое меня не будут искать. Ну, собственно, с горем пополам договорился вроде. Мы поехали в аэропорт. И где-то примерно часа в 3, ну, ребята, которые не были задействованы на дежурстве, они, ну, тоже захотели поехать там по магазинам. Пишут мне на телефон, типа, ну, где ты? И я такой думаю, блин, отвечать, не отвечать? Надо ответить. Я говорю, да, я хотел, но сейчас что-то после обеда меня там живот закрутило. И что-то как-то, нет, ребят, давайте едьте без меня. Может, я там часам к 5 с вами там. Ну, как-то вроде получилось отвлечь внимание, так сказать. Вы в этот момент едете в аэропорт? На самом деле там центр был перекрыт, там же был саммит. В этом плане тоже были переживания, насколько сильные будут пробки, но вроде как в сторону аэропорта не было пробок. Дальше обычная регистрация, сдача багажа. То есть я думал, что какие-то вопросы у служб безопасности аэропорта, там тех, кто регистрирует на рейс, будут вопросы по поводу моего загранпаспорта, но он несколько отличается от обычного общегражданского, цвета другого. Никаких вопросов ни у кого не было, собственно, дальше уже были только внутренние переживания. Вылет задержался где-то примерно на час, по-моему, в 5:30 мы вылетели, а там уже, ну, меня вовсю ищут. То есть часов в 5, наверное, я уже сказал, так, ну я не поеду за сувенирами и все такое. Я пойду на работу, сейчас вот свои там дела доделаю. Где-то, наверное, в 5:15, то есть где-то минут за 10-15 до вылета, я уж просто телефон выключил и, собственно, вот. То есть, давайте уточним. Действующий сотрудник ФСО с супругой уходит с места работы. Несколько часов его нет. В этот момент он проходит погранконтроль, и никто не всполошился, никто не побежал искать вас с автоматами и с собаками, никто не попытался посадить самолет, в котором вы вылетали. Ничего этого не произошло. Просто потрясающее спокойствие у ваших коллег. Ну, пришлось немножко отвлечь их внимание. Наверное, они очень негодовали. Вы летите еще несколько часов. Ваш самолет приземляется, вы включаете телефон. И вам сыпется сообщение о том, какой вы негодяй и предатель? На самом деле там не было такого именно прям шквала сообщений. Там было где-то порядка сообщений 5, наверное. Ну, понятно, было много сообщений. Вот в момент, когда я последний раз телефон вот выключил, что типа, ну где он там, может быть он туда, может быть он там здесь, уже там, давайте в номер зайдем, него там нету. То есть это я не считаю. А вот именно такого формата, что ах ты негодяй, ну, наверное, 2 или 3 сообщения, и так по мелочи там на меня сотрудник оперативного управления выходил. Что значит выходил сотрудник оперативного управления? Ну, он думал, что я ему отвечу, ну, выходил, писал, что типа... Привет, как дела? Такой-то, такой-то, да, выйди на связь срочно. Ну, окей. Как быстро, как вам кажется, ваши коллеги поняли, что произошло? Могу только предположить, наверное, где-то, вот если я вылетел там в 5:30 вылет был, часам, наверное, к 6 уже четкое сознание
пришло. Но это осознание. А потом же нужно было всю вот эту цепочку проследить, где, с какого момента, куда. Непосредственно сотрудник оперативного управления писал мне часов, по-моему, около 8 по времени Астаны. То есть, если бы посадка на самолет задержалась еще где-то на полчаса или час, то вас бы, наверное, уже ловили в аэропорту. Я в тот момент не хотел об этом думать. Супруга очень переживала. Я помню этот инцидент, который в Беларуси произошел, когда самолет посадили. Но все же я себя успокаивал, что я как бы обычный инженер, собственно, что ради меня там с самолета сажать. Как вообще можно успокоить себя в такой ситуации? Вы необычный инженер, вы сотрудник ФСО. Очевидно, с точки зрения российского законодательства, вы совершаете уголовное преступление. Да, все верно. Как можно успокоить себя в такой ситуации? Я не знаю. Я просто понимал, что если бы я продолжил служить, то для меня это было бы еще большее преступление. Может быть, не в рамках российского законодательства, а какое-то внутреннее свое, по-человечески преступное. Когда вы своей жене сказали, что вы решили покинуть службу? Да, наверное, 24-го и сказал. Я говорю, что нет, здесь я точно заканчиваю, нет. Она это восприняла серьезно, что вы действительно готовы уйти? Я считаю, что она не восприняла это, наверное, серьезно. Я за нее не готов ответить, но, скорее всего, у нее был какой-то блок. То есть, как же так? Мы там только сделали ремонт, там кухня, там машина и все такое прочее, родные, все в России живут, нужно как-то от этого отказаться. Я думаю, что она просто не готова была эту информацию получить. Но спустя, наверное, месяц она, наверное, уже осознала, что, тоже смотрит новости, она осознала, что дальше ничего хорошего быть не может, и как минимум просто для будущего ребенка. Она должна там как-то что-то сделать. И я ей говорил, спрашивал, как, ты готова? Просто в одиночку я бы этого не сделал, очевидно. Я ее периодически спрашивал, она говорит, слушай, не торопи, очень переживаю и все такое прочее. Но в августе, когда я был в командировке, там она могла спокойно побыть наедине с собой. У нас, так сказать, времени наедине, чтобы побыть с собой, не так много. И она, видимо, поняла осознанно и говорит, все, я готова, давай, мучим быстрее. Как остальные ваши родственники к этому отнеслись? Кто-нибудь вообще еще был в курсе, что вы планируете? Мои родственники не знали. До последнего момента даже я уже находился в Стамбуле. То есть после Астаны мы вылетели в Турцию, и они только 8 или 9 ноября узнали об этом. К ним пришли, я так и не понял, кто это, сотрудники МВД или СК, или, может, наши оперативники, я не знаю. Наверное, только в этот момент они узнали, что к чему. Просто потому, что они находились в другом городе, а родственники супруги, мамы ее, она находилась в Москве. У нас бы не получилось сделать максимально все без вообще ее ведома. Но, на удивление, с ее стороны даже была поддержка. Если бы у меня, говорит, был бы там загранпаспорт и там не было проблем каких-либо, я бы, говорит, с вами уехала. С февраля прошло довольно много времени, и за это время у вас, очевидно, была возможность поговорить со своими родителями и сказать им, что вот вы приняли такое вот решение. Но вы это не сделали. Почему? Потому что они смотрят телевизор, как бы это странно не звучало. Когда ко мне мама моя приезжала летом, работал телевизор вечером, там шло это смакование, война в прямом эфире, эффект присутствия. На диване можно смотреть и ощущать себя как будто в окопе. И по телевизору начинается это обсуждение, прямой эфир Я прошу переключить, потому что невозможно мне на работе этих обсуждальщиков полно. И тут еще опять про это слушать. На что мне мама сказала, а что, норм, пусть работает. И как-то мы, видимо, с этого началось, там робкие попытки прощупать почву, насколько можно обсуждать что-либо, в том числе и наши планы.
Не получилось никакого разговора. Просто я как только попытался объяснить, что вообще-то это как бы суверенная страна, и в честь чего мы там, что мы там делаем. Вот. Я, по-моему, даже эту фразу не договорил, там уже сразу: ой, вы это что, вы хотите там убежать там что-то, вы какие-то там иноагенты? Я не помню, что она сказала. Говорит, если, говорит, не дай бог там чего, то я там, не знаю, там, руки на себя наложу. Я решил не продолжать. Разговор с родителями в результате состоялся? Нет. То есть они не поняли, почему к ним приходили с обысками? Я уверен, что они знают. Я уверен, что они знают, что я в другой стране, что им, наверное, однобоко объяснили, что к чему. Но вы с ними это не обсуждали? Нет, не обсуждал. Я даже не знаю, как у меня это получится, не получится. Но я пока не обсуждал. Вы понимаете, почему вообще в ФСО вот так отреагировали на ваш отъезд? Почему за вами еще не бегают с новичком? С новичком, конечно, еще не бегают. Но к родственникам уже пришли. И я думаю, что вот такая вот вялотекущая, да, заинтересованность во мне, она связана с тем, что они думают, видимо, уехал и уехал. Много вас таких, поэтому одним больше, одним меньше. Вы так говорите, одним больше, одним меньше, будто каждый день из ФСО убегают сотрудники, пересекая границу. Не, в этом плане я, честно, даже в соседних, может быть, службах такого не слышал. Знаете, эти разговоры в курилке, вот, как-то даже вот на уровне слухов я такого не слышал, конечно. То есть все-таки ЧП произошел в ФСО. Вы не боитесь, что действительно за вами придут какие-нибудь Чапига и Мишкин? Туристы эти. Как вам сказать, при условии, что пришли к нашим родным, естественно, начало вот это внутреннее беспокойство, конечно, присутствовать в еще большем таком количестве. Переживаю, да, а что толку от этих переживаний? Есть у вас какой-то план? Что вы будете дальше делать? Все очень динамично, вот, считаю своей целью. Это чтобы ребенок не познал этих ужасов войны, чтобы государство, которое всячески лезет в воспитание детей, ее не коснулось, чтобы она смогла вырасти в спокойной обстановке, смогла вырасти человеком и реализовать себя. То есть все, что я делаю, это ради нее. Как вы попали в Федеральную службу охраны? Я учился в военно-космической академии имени Можайского в 2004-2009 году. В 2009 году выпустился. И там вовсю были эти реформы Сердюкова, так сказать, оптимизация и увольнение. Мы курсанты, то есть там и так идет увольнение, а мы еще тут свежие, новые, куда нас? Вот, там многие курсанты хоть и распределялись в части, но не состояли ни на какой должности, то есть получали урезанную зарплату, и вообще перспективы были всячески туманные. И как-то пытались мы найти, может быть, альтернативу такую. Как-то через знакомых у меня появилась возможность. И этот вариант мне понравился в том плане. Во-первых, непонятно было, что было Министерство обороны на тот момент. А тут Федеральная служба охраны, управление президентской связи. Это звучало круто, согласитесь. И как-то возможность хоть косвенно, но поучаствовать в этом каком-то процессе с президентом, как-то находиться рядом. Не знаю, можно назвать это романтикой, да, может как-то вот так вот. С удовольствием согласился, да, это было круто, плюс это в Москве. По распределению я уехал бы куда-нибудь, там, не знаю, на Камчатку. Мне этот вариант очень понравился. Чем вы занимались в ФСО? Вот ваш обычный рабочий день, из чего он состоял? Я служил в подразделении, так сказать, выездном. То есть любые командировки, выездные мероприятия по Москве, это будет по области или по России, или за рубежом. Это мы в том числе ездим. И что вы делаете в этих командировках? Президент всегда должен быть на связи.
и ему должна быть предоставлена связь, в том числе секретная, ну, в общем, весь объем связи, там, который ему необходимы, мы это все предоставляем. Секретная связь, там, видеосвязь. Владимир Путин, вы его видели? Насколько сильно его телевизионный образ отличается от того, какой он в жизни? Все, что в телевизоре там показывают, картинку, манера поведения, манера держаться, я думаю, все ровно все то же самое. Никаких вот таких сверхискажений нету. То есть, ну, все как в телевизоре. Но смотрите, мы работаем все-таки именно непосредственно на официальных мероприятиях. Да, там есть частные программы. Вот, но, к сожалению, я в таких ситуациях не присутствовал, но любое другое общение, свидетелем которого я был, там все было в рамках действительно приличия. То есть я бы не сказал, что там какая-то сверхагрессия, там что-то вот такого вот не было, нет. В коллективах обычно принято как-то обсуждать своего начальника. В ФСО так бывает? Сотрудники ФСО обсуждают президента? Называют шефом, всячески там, боготворят. Только в этом плане обсуждают. Откуда Владимир Путин получает информацию? Насколько он в вакууме? Пользуется ли он интернетом или, может быть, он читает какие-то газеты? Он не пользуется мобильным. То есть я вот за все свои годы службы я его с мобильным не видел. В командировках, если мы летим с премьер-министром, то с нами ездит еще один человек дополнительно, который занимается вопросами интернета. То есть там электронный офис, ноутбук, доступ к интернету, там, то с Путиным этот сотрудник не нужен. Зачем ему интернет, действительно? Я интернет вам распечатаю, шутка. Ну, то есть он реально не пользуется ни интернетом, ни телефоном. То есть вся информация, которую он получает, только от людей, которые непосредственно близки. То есть он своего рода именно живет в этом информационном вакууме. Принято считать, что президенту приносят папочки, секретные доклады спецслужб. Вот это его источник информации? Да, все верно. Телевизор президент смотрит? Но обязательным требованием при подготовке резиденции к визиту, резиденция — это абстрактное понятие, то есть это может быть гостиничный номер или какой-нибудь гостевой комплекс. То есть при подготовке резиденции обязательное требование, если это какая-нибудь заграничная командировка, чтобы там вещали именно российские каналы. Штуки 4 вот этих вот. Россия обязательно. Действительно ли Путин постоянно на изоляции? Да, все верно. И в январе будет уже 3 года как коронавирус, да, буйствует по нашей планете. Но у нас президент до сих пор сидит. Вот мы прям серьезно 2 недели на карантине сидим. Любое мероприятие, которое там длится там, 15, 20, 30 минут, создается такой некий пул сотрудников, которые карантин, в общем, отсидели 2-недельный. Они считаются чистыми. И они уже могут работать непосредственно в одном помещении с Путиным. А есть какое-то понимание среди сотрудников, почему настолько строгий карантин до сих пор? Ну, у вас не ругаются, да? Ну, все немножко в недоумении. Почему это до сих пор продолжается? Потому что, как минимум, всех заставили вакцинироваться. Все там проходят диспансеризации, следят за своим здоровьем. Проводится ПЦР-тестирование, правильно? Зачем людей мучить уже спустя почти 3 года вот этими вот непонятными карантинами? Премьер Мишустин переболел, все. Никаких проблем, правильно? Я не знаю, просто боится, наверное, за свое здоровье настолько, что вот готов столько людей. Я считаю, что это меры избыточные, и он просто людей мучает. Есть мнение ФСО, что происходит? Может, Владимир Путин смертельно болен, поэтому он боится подцепить еще и коронавирус? Если там, может быть, какие-то проблемы здоровья, но они просто ввиду возраста, наверное, они есть. Вот, но ничего такого, наверное, сверхкритичного. Этот вопрос сейчас волнует примерно половину населения земного шара. Что у Владимира Путина со здоровьем? Он с нами еще надолго? Я могу сказать, вот, мы с ним частенько в командировке ездим, и он до 2020 года очень часто ездил в командировке, понятно потом. Он как сел в бункер, и, может быть, там, 1, 2, 3 командировки в год там проведет. А до этого коронавирусного года очень много было командировок. Реально мы по 2-3 недели в месяц могли находиться не в Москве, не дома. И с учетом того, что командировок много,
именно вот из-за того, что он заболел, по-моему, 1 или 2 командировки были отменены. Это 1 или 2 командировки за какой срок? За вот все то, что вот я вот служил. С 2009 года, верно? Да, все верно. То есть за 13 лет 1 или 2 командировки отменены из-за болезни Путина. Да, ну, может быть, они там даже рядом шли как-то одна за одной. В плане здоровья у него там в этом плане все лучше, наверное, чем у многих других людей его возраста. В этом году я правда, что могу обратить внимание. Обычно мы об этом знаем заранее, то есть вот там в ЦКБ там нужно там поставить связь. Тут это было как-то неожиданно и не в то время, в которое обычно. Обычно это все же в конце лета или в начале осени. А это было в апреле. Я почему помню, потому что я в этом году на 9 мая в пуле чистых был и должен был садиться на карантин. Ну, условно, там завтра я на карантин. А мне вот сегодня говорят, так, срочно, ты никуда не уходишь. Я хотел пораньше свинтить. 2 недели меня сейчас дома не будет. Хотел там с ребенком, там дела по дому, чтобы супруге было чуть легче. Тут мне говорят, типа, нет, ты не пойдешь, ты поедешь зато сейчас вот в ЦКБ. Обычно мы заранее знаем, что завтра нужно будет ехать, ставить технику. Другое дело, что я не готов сказать, в итоге ты поехал, он туда не поехал, тут я не знаю, потому что я-то ушел на карантин. Скажите, а родственники Владимира Путина тоже сидят на карантине, чтобы увидеть президента, или у них это как-то попроще устроено? Вот это я точно не скажу, потому что, ну, я не знаю, как у них это все поставлено. Не знаю, что ответить. Хорошо. А знают ли вообще в ФСО, что у Владимира Путина есть родственники? Видели ли кого-то лично? Может быть, кого-то охраняют? Для многих людей не секрет, что у него там есть дети, которых он почему-то называет эти женщины. Но опять же, я пока там не смогу подтвердить какую-то информацию для себя. Но я не готов утверждать, что так оно и есть. Но опять же, будучи в командировке, в разговоре там с сотрудниками, там телефонистка сидела, рассказывала, что вот там Екатерина была в той же самой резиденции, что и Путин, к ней представлены адъютанты, то есть, ну, охрана по факту. Я чуть подробнее пройдусь по всему списку известных родственников Путина. То есть Катерину Тихонову охраняет офицер ФСО. Да, все верно, да. Отдыхает в то же самое время, в той же самой резиденции, что и Путин, то есть это да. Есть еще вторая дочь президента, Мария Воронцова. К ней тоже представлен адъютант? Про Екатерину точно скажу, потому что я косвенно для себя это подтвердил, но, наверное, для Марии ровно та же самая схема. У Владимира Путина еще сравнительно недавно была официальная супруга Людмила Путина. Вы с ней сталкивались по своей работе? Нет, с ней не сталкивались. Ну, бывают командировки, когда она должна была присутствовать, как первая леди. Я с ней не сталкивался. Тут, да и это было 9 лет назад, действительно, это было давно, точно не помню год. Ну, я с ней не пересекался. Внуки есть у президента? Ну, ровно то же самое. Я не знаю. Ну, не обсуждалось такое в курилке? Нет. Ну, как сказать, не обсуждалось, но обсуждалось. Про Кабаеву говорят. Вот, вместе там живут. Но тоже, получается, на уровне слухов, то есть где-то там, может быть, в разговоре с сотрудником СБП кто-то вот услышал, ну, просто что вот они живут вместе, да? Про совместных детей Путина и Алины Кабаевой что-то говорили ваши коллеги? Нет, это не обсуждалось. Это нет. Ну, точнее, как бы вскользь обсуждалось, но ну, это слухи пока. Но это не то, что можно сказать, что да, вот я там хоть косвенно, но могу уверенно сказать, что вот нет, не готов сказать. В связи с Владимиром Путиным еще называют Светлану Кривоногих. Якобы у них есть совместная дочь. Смотрите, да, не слышал, но с учетом того, что многие моменты из тех же самых расследований Навального, которые вот он там освещает, будучи в командировках, я-то это все вижу, как это все дело происходит. Я просто могу сделать вывод, что если вот в этих случаях он что говорит, так оно и есть, то и про Кривоногих это тоже и есть правда. А что из расследований команды Навального вы смогли лично подтвердить? Из такого самого нашумевшего это дворец Путина. Все там начали спустя неделю пытаться отмазаться, там какой-то апарт-отель. Подошел к нашему сотруднику, к моему коллеге. Если я
в командировке езжу туда, где неподготовленная резиденция, то он ездит и в Сочи, и в Питер на постоянной основе, то есть очень часто там проводит время. Уж он-то точно знает, тем более он отвечает за радиосвязь. И все объекты, которые там планируются к посещению, он все их объезжает, проверяет. Я у него спрашиваю, ну, собственно, дворец-то он есть? Он говорит, ну да, есть, как бы туда частенько езжу, там, ну, связь проверяю. Команда Алексея Навального еще нашла у Владимира Путина одну из самых дорогих яхт в мире – Шахерезаду. Это судно вы с коллегами обсуждали как-то? Ну, про Шахерезаду это было уже, ну, когда война началась. Соответственно, там, знаете, я что-то как-то не особо хотел с кем-то общаться. Ну, при условии, что там все вокруг там смакуют все вот это вот кровопролитие. Ну, вот. Тут я ни с кем не смог пообщаться. Но для себя я отметил, что когда вот нам показывали списки сотрудников ФСО, мне там несколько фамилий показались прям, ну, очень знакомы в том плане, что когда я в командировках нахожусь, через меня проходят списки наших сотрудников. Не только именно наших по связи, а вот прям все полностью списки. Но это не та фамилия, там, где Иванов, Петров, и ты, я их там видел там много тысяч раз. Тут тоже у меня никаких сомнений нету, что это действительно его яхта. Вы говорите, что устанавливали спецсвязь на нестационарные объекты. Что это вообще такое? Самолеты, вертолеты, ну, не яхты, катера, мы их называем. Поезд, например, там из недавнего. Что такое спецпоезд? Это поезд под президента, когда он начал появляться у нас, так сказать, в расписании. Где-то, наверное, год это был 14-15. Выглядит как обычный поезд. То есть, ну, ровно абсолютно такой же, как и все остальные серые вот эти вот с красной полосой поезда РЖД. Почему президент им пользуется? Потому что он менее заметный. Потому что самолет, как только поднимается, он сразу, те же самые Flight Radar, правильно? Самолеты, они все отображаются. А поезд, ну, сколько таких серых поездов, тем более они никаким образом нигде там не отслеживаются на каком-нибудь таком вот информационном ресурсе. Это просто момент такой для скрытности, то есть для перемещения, чтобы никто не знал, кто, куда, чего. Он им часто пользуется? Ну, в 2014-2015 году мы только начали с ним работать, ну, там, оборудовать и все такое. Прям, чтобы часто его прям постоянно начали использовать, это вот, наверное, вторая половина прошлого года, там, август-сентябрь. Ну, получается, наши сотрудники сидели на карантине конкретно именно под спецпоезд. С начала войны где-то на 40 дней, даже ребята где-то на 45, что ли, говорили, просто уехали где-то в сторону Валдая. Карантины для экипажа поезда, они как вахты идут. То есть один сменяет другого. Да, может быть, там именно в эту вахту не будет выезда, но люди всегда в готовности. А что такое катера, на которых вы устанавливали спецсвязь? Насколько это большие суда? Это невесельные лодки. Ну, хорошо обставленные, двух-трехпалубные, мы их называем катерами, но, я так понимаю, это яхты считаются. Вот. Убранство вообще шикарное. То есть я не знаю, как описать, действительно достойная, очень хорошая, качественная обстановка там. Нужно еще тот факт учесть, что некоторые из них точно находятся на балансе у администрации, поэтому не все 100% прям можно сказать, что они какие-то там частные. Но за свою бытность, ну, я видел их много, особенно вот на Санкт-Петербургском форуме, там их было порядка, не знаю, там порядка 20. Считается, что у Владимира Путина есть бункеры, так принято называть его резиденцией. А в настоящем бункере, то есть в бомбоубежище, вы бывали? Оборудовали там спецсвязь? А раньше мы никаких там бомбоубежищ не оборудовали. Вот. А тут, получается, находясь на территории другого государства, то есть это, ну, другое государство, Казахстан, посольство, то есть тоже охраняемая территория. Если раньше мы там ставили связь в кабинете у посла или там в какой-нибудь переговорной комнате, то вот в октябре, когда я там был, ставили еще один телефон в бомбоубежище. Я вот тут вообще, если честно, не понимаю, для чего все это дело.
То есть это уже, ну, наверное, какая-то паранойя. Ты находишься на территории другого государства. Это государство, как государство-организатор этого саммита, обеспечивает всю безопасность. Сама территория посольства — это тоже действительно охраняемая территория. То есть Владимир Путин боится, что в заграничной поездке на него будет совершено покушение, ему придется прятаться в бомбоубежище, и оттуда он будет с кем-то связываться. Ну, а для чего еще бомбоубежище нужно? Я понимаю, что да, просто боится. У Путина довольно много официальных и неофициальных резиденций. Можно предположить, где он чаще всего бывает? Я думаю, что можно самый часто посещаемый назвать именно Валдай. Есть два момента интересных. Первый – это то, что у него кабинеты, они что в Питере, что в Сочи, что в Новоогарёво, они одинаковые. То есть там все абсолютно вот идентичное. То есть бывало, что вот я знаю, что вот он находится там где-нибудь в Сочи. Опять же, фоном работает телевизор, идут новости, показывают, что он там проводит какую-то встречу в Новоогарёво. Я у коллеги своего спрашиваю, я знаю, что он в Сочи, вот мой коллега. Я говорю, что от вас что, он уже улетел? Он говорит, да нет, вот, ну, сидит. Ребята рассказывали, делились, так сказать, ну, с улыбкой. Будучи, когда вот он в Сочи, он остается в Сочи, но делается все, что как будто он улетает из Сочи. То есть пригоняют самолет, едет кортеж, а на самом деле он все так же остается в Сочи. То есть это вот ребята рассказывают, прям смеются. Хотя, может быть, противодействие иностранным техническим разведкам, чтобы не догадались. А есть объяснение у ваших коллег, зачем нужно притворяться, что ты полетел в одно место, а сам остался в Сочи? Я думаю, что это попытка именно запутать, во-первых, разведку, а во-вторых, чтобы не было никаких покушений. Вы когда-нибудь слышали от своих коллег, что на Владимира Путина кто-то пытался совершить покушение? Нет. Но это же не мешает ему, например, бояться этого, иначе зачем такая маскировка? Вы 13 лет занимаетесь спецсвязью для президента. Можно ли на основании вот этого вашего опыта предположить, с кем президент чаще всего созванивается? Ну, то есть, кто его главный советчик, если судить по тому, с кем чаще всего устанавливают вот этот закрытый канал связи? Я думаю, если какого-то личного плана разговора, то, ну, мы же тоже иногда по телефону, по мобильному говорим, это разговор не по телефону. Я думаю, у Путина есть возможность где-нибудь это сделать не по телефону. А все соединения, которые идут через нас, особенно в командировках, я просто за командировки могу точно сказать, они все идут, ну, в официальном таком формате, то есть какие-то там, может быть, консультации там, с каким-нибудь министром профильным, ну, вот, то есть все такого формата. Оглядывая сейчас на события февраля, как вам кажется, когда можно было бы впервые догадаться или с какой-то уверенностью уже утверждать, что все, точно будет война? По действиям не было вообще ничего, никаких предпосылок, именно по личным действиям. Но по действиям, которые происходили в медийном вот этом пространстве, я для себя уже четко понимал, что что-то будет, я не думал, что будет именно вот война полномасштабная вот этого, да, но вот, я думал, что что-то будет, какое-то нагнетание. О войне точно я даже не хотел об этом думать, что можно, так сказать, довести до этого. Вы Владимира Путина наблюдаете довольно продолжительный период времени. Для вас человек, которого вы увидели в 2009-м, и человек, который объявлял о начале войны, это один и тот же человек? Или он как-то менялся? Если это физически может один человек, то уже по своему поведению, по каким-то другим моментам, это два разных человека. То есть мы помним, там, когда там, бывший директор ФСБ стал премьер-министром, потом президентом, он был такой энергичный, активный. Он, конечно, до 2020 года и таким же был активным, я говорю, по этим командировкам, их было действительно очень много. Сейчас он очень замкнулся, он оградил себя от всего мира всевозможными всякими барьерами, тем же самым карантином, отсутствие информации и отсутствие связи с внешним миром, любой, то, наверное, что-то
исказилось у него там восприятие действительности. Я считаю это так. В моем понимании, в 21 веке здравомыслящий человек, который реально смотрит объективно на все происходящее в мире, а тем более способен как-то прогнозировать хоть какой-то такой хотя бы среднесрочной перспективе, не допустил бы эту войну. У ваших коллег достаточно ура-патриотические настроения. Они поддерживают президента, они поддерживают эту войну. Они как-то объясняли вам в разговорах, зачем нужна эта война, почему они ее поддерживают? Я, конечно, скажу, то, что я скажу, это не моя реплика. И, в принципе, это звучит ужасно жутко. Но отношения, знаете, 50 на 50. Половина такая, что надо было еще там в 2014 году ракетами там, в общем, все там разбомбить в Украине на Майдане. А другие, которые, да, а что еще? Конечно, надо было. Вы прослужили в ФСО с 2009 года по 2022. Большой достаточно период вашей жизни, очевидно, значимый. Вы о чем-то сожалеете? Вы сожалеете, что вы вообще пошли на эту работу? Благодаря службе ФСО я увидел то искажение информации. Мне вот даже супруга говорит, что если бы не я, я ей прихожу и рассказываю, что, что за бред, тут все вообще не так, это было вот так вот. То есть я не хочу об этом думать, но если бы условно я не был сотрудником ФСО, я с ужасом предполагаю, я, получается, мог бы быть этим вот Z-патриотом, или как они там называются. Потому что я бы смотрел телевизор, где-то, наверное, с 2014 года вот я уж, собственно, вот это вот все увидел, и это начало менять в корне мое восприятие вообще. Будучи в 2014 году, в марте, в Крыму, и у меня была возможность именно поговорить, пообщаться с людьми, которые там живут. Там уже прошел референдум, и у меня была возможность поговорить с людьми. Они, собственно, да, поддерживают. Там действительно 97% было. Там нету вот этого вот, знаете, вот и, в едином порыве, чтобы там 100% все кричат. Если ты голосуешь за, тем более с таким вот результатом 97%, то у тебя не должно быть никаких сомнений. А там было вот 50 на 50, половина, да, вроде хорошо бы, да, вроде как мы там исторически, или как там эти лозунги по телевизору говорили. А другие вообще, у них была растерянность и, а чего, а как вот иначе, типа, такого плана, да, то есть, сомнение полноценное. И вот это уже начало, мне там первые звоночки в голове, собственно, и были. То есть я еще, наверное, даже на тот момент еще бы сказал, круто, Крым наш, да, как это говорится. Но уже были сомнения, вот я о чем. То есть за это службе спасибо. Какие еще звоночки были, кроме Крыма? Звоночков на самом деле много. Потом был момент именно карантин. Плюс по командировкам, когда ездишь, ты смотришь, как это все подготавливается, как это все организовывается. Когда ты видишь, что для того, чтобы этот один человек посидел в каком-то одном кабинете, тратится баснословные вообще деньжищи, у меня это тоже начало возникать вопрос. То есть раньше я, может быть, об этом не задумывался. Но вот после 14-го стало все прям как вот ком нарастать вот эти вопросы. Неужели это единственное, на что мы там можем потратить деньги? Например, там на какой-то саммит огромное количество людей. Это же сколько нужно потратить денег на их, чтобы транспортировать туда, чтобы они там проживали, кормили. Это столько денег уходит. Пятизвездочные гостиницы, больше 200 человек делегация, то есть там денег огромное количество. Будучи в командировках, там же как, есть частные программы, да? Бывает такое, что вот летит он в командировку, прилетая туда, он проводит это вот, как я сказал, один человек в одном кабинете, ради чего? Ради получаса картинки для телевизора. То есть там идет запись, потом это покажут в 2-минутном ролике, а может еще короче. А дальше он уезжает куда-нибудь в горы, гостевые дома, там берег реки, то есть такого плана. То есть именно идет частная программа. Пришел, отметился, а дальше все. Но вот из последнего я бы хотел сказать, когда вот Мишустин, например, был с 1 по 19 августа был в командировке. Почему такая длинная?
Потому что там Мишустин, будучи в Горно-Алтайске, там мероприятие было где-то 1,5 часа. И почему, не знаю точно, потому что я был в другой точке, в горах, гостевой комплекс Алтай-Вилледж. Не знаю, обязательно посмотрите, сколько стоят коттеджи там для проживания. Самый дешевый в сезон, вот именно в сезон, в который мы там были в августе, стоил то ли 120, то ли 130, а самый дорогой там что-то там за 300 тысяч. В сутки проживания только, это только проживание. Ну вот, естественно, делегация была большая, были выкуплены все эти коттеджи на 7 дней. И вот тут уже возникает еще больше вопросов. Сам ты на этот отпуск заработать, наверное, не смог бы. Я не знаю, сколько у него зарплата, но, наверное, 50 миллионов, вряд ли бы он заработал. Если это из бюджета, то вопрос, а не слишком ли много на одного человека тратить такие деньги? А если он и не тратил, если это не из бюджета, тогда это вообще полноценная коррупция. То есть тут много вопросов. И вот примерно вот такого плана, вот звоночки, все эти моменты, которые вот они вот накапливались, которые, может, я раньше не замечал, с 2014 года стал замечать чуть более явно, но все так же продолжал мириться. Извините меня, 24 февраля я с этим не могу мириться. Как вы объясняете, почему эти звоночки в ФСО прозвонили только для вас? Смотрите. Служба ФСО, определенные плюсы. Не бог весть какая большая зарплата, но она все же стабильная. Ну, вот я, например, получаю сейчас 80. Те, кто там больше выслуга и определенные там надбавки, 1100. Ну, конечно, это мало для Москвы, но это нормально. Правда, как этим компенсировать отсутствие постоянно для своего ребенка, это вопрос другой. Но, то есть плюсы определенные. Ты можешь побывать где-нибудь в другой любой точке мира, где ты бы никогда бы не смог поехать на свои там 80-100 тысяч. А уж тем более, если у тебя зарплата меньше. То есть определенный все-таки плюс в этом есть, просто как службы. Есть определенные профиты. Почему именно поддерживают? Знаете, я вот на это даже предположить не могу. Но ваши коллеги видят, как их зарплата тратится на какие-то развлечения даже не за час, а за минуту, если не за секунду. Это не вызывает у них никакого диссонанса? Я не знаю, почему у них этого диссонанса не возникает. Просто, наверное, почему? Потому что они как-то в этом участвуют. Ну, представляете, там жить где-нибудь в гостинице, там, Кемпинский или какой-нибудь там, я не знаю, там, какая еще крутая. То есть ты там, никогда точно не будешь. Там и трехразовое питание будет организовано, администрацией, правильно? Наверное, есть что-то, манящее в этом, что ты участвуешь, что ты можешь побывать там, где ты бы никогда не побывал. Я тоже на многие моменты приходилось там вот эту сделку с совестью, закрывать глаза. То есть меня это как будто не касается, там, и тогда ладно, бог с ним, там доживу эти 2 года до пенсии. То есть, наверное, у них там тоже какие-то такие ограничивающие факторы ввиду пенсии. То есть ребенка тоже надо же как-то там обувать, одевать, кормить. Но это именно в плане, почему служат и все такое. А почему поддерживают, хотя я прям явно вижу эту прям поддержку, я вот тут даже не могу сказать. Война напрямую коснулась ФСО? Сотрудники спецслужбы участвуют как-то в боевых действиях? Будучи в командировке в Великом Новгороде, стоим, общаемся с ребятами, которые местные, от местного центра специальной связи и информации. И тут я слушаю разговор от нашего одного, кто из Москвы приехал, и они обсуждают то, как от центров вот этих назовем ЦССИ, Центр специальной связи и информации, которые располагаются в центральном регионе, на территорию Украины отправляются мобильные узлы связи. Там прям по фотографии прям показывают, что 5 комплексов было уничтожено. 5 комплексов, в каждом комплексе это по 3 машины. Экипаж я могу только предположить, что человек 5-6. Но вот по фотографиям, те, которые были показаны, плюс комментарии, что вот там вообще никого не выжило, там прям, очень все печально. То есть убивают ваших коллег. Война коснулась сотрудников ФСО напрямую.
и все равно поддерживают. Смотрите, я говорил чуть ранее про командировку в Великий Новгород, и что именно там я вот эту новость 21 сентября встретил. А этот разговор был пару дней до. И вот эти вот глаза растерянные человека, который это все рассказывал, а потом через 2 дня: эй, ну вот мы сейчас вот там всем сейчас покажем, сейчас вот мы прям как мобилизуемся все. Это один и тот же человек? Нет, это не один и тот же, но настроение все равно внутри вот этого вот ЦССИ в Великом Новгороде. Есть ли что-то, что вы хотели бы сейчас сказать своим коллегам по ФСО? Да, я бы хотел обратиться к российским офицерам, в том числе офицерам ФСО. Вы обладаете больше информацией, нежели транслирует телевизор, пропаганда. Я не могу все знать, все видеть. Я видел только крупицу информации. Выступите, дополните мою информацию. Вы поможете гражданам узнать правду. И действия нашего Верховного Главнокомандующего, я уверен, они и раньше у вас вызывали вопросы, но присяга заставляла не задавать вопросов, четко все исполнять. Но то, что происходит сейчас, это выходит за все рамки, мыслимые и немыслимые. Вы не должны исполнять преступных приказов и служить вот этому военному преступнику Путину. Я считаю его военным преступником. Нападение на территорию суверенного государства — это просто в голове не укладывается. Идет использование реактивных систем залпового огня, поражение жилой застройки, критически важной инфраструктуры. Сколько просто безымянных жертв этой войны, и дети среди них есть. Сколько еще должно быть этих вот жертв, чтобы вы перестали с этим мириться. То, что происходит сейчас на Украине, все эти разрушения, не иначе как агрессивная война, терроризм и геноцид, в данном случае уже именно украинского народа. Это никак иначе не называется. Все это уголовные преступления. И наш президент стал военным преступником. Вы должны перестать выполнять эти преступные приказы. Сотрудники ФСО, они находятся постоянно вокруг него. Вы можете зайти к нему, дать понять, что это преступление. И в ваших руках возможность это все остановить, это все безумство очень быстро. Я очень хотел бы, чтобы вы это сделали, потому что вы спасете очень много жизней. Меня, наверное, обвинят, я не патриот и все такое. Патриотизм — это когда ты любишь Родину. И в данном случае нашу Родину нужно спасать. Происходит безумное и страшное в нашей стране. Надо это исправлять. В ваших руках действительно все возможности эту войну завершить как можно скорее. И гражданам хотел тоже обратиться. Я надеюсь, то, что я сейчас рассказал, поведал, лишь подтвердило тот факт, что у нас в стране существует искажение информации. Нас всех держат в неведении, рассказывают только удобную информацию, удобную для одного человека. Нам годами просто внушали безучастность, неизбирательность в выборе источников информации, конформизм, это все, я считаю, послужило в том числе послужило одной из причин начала войны. Президент и премьер-министр — это обычные государственные служащие. Это наши с вами наемные работники. Мы им платим зарплату, это налоги, это наши с вами деньги. Задача их служения — это улучшение жизни нашей с вами. И ответьте сами себе на вопрос, а за последние 10 лет вам стало жить лучше? За последние 8-9 месяцев вам стало жить лучше? Мне кажется, нет. И это непосредственно говорит о том, что что-то идет не так. И это значит, что руководство страны не справляется со своими обязанностями.
Как детские площадки, дороги отремонтировать, так это годами все тянется, это вы все знаете прекрасно. А как какие-нибудь репрессивные законы принять в 3 чтениях в Госдуме, пожалуйста, это все делается за 1 день. Лишь бы государство вот вас держало в страхе в каком-то, чтобы вы боялись любые вопросы какие-то задать, боялись высказаться. Эти законы, которые принимают депутаты, депутаты — это представители ваших интересов. Вы точно их выбирали? Наш президент оторван от мира. Он живет в информационном коконе. Последнюю пару лет, большую часть времени он проводит именно в своих резиденциях, которые СМИ очень красноречиво называют бункерами. Он патологически боится за свою жизнь. Окружил себя непроходимым барьером из карантинов, из отсутствия информации. Его ценность — это его жизнь и жизнь его родных и близких. Жизнь же ваших родных и близких не представляет для него никакого интереса и ценности. И вырывая мужчин из наших семей и отправляя их на убой на территорию суверенной Украины, это суверенное государство, он абсолютно не думает о том, что происходит в стране, в нашей, в Украине, что он приносит беду, разрушение, смерть нам и братскому нашему народу Украины. А еще это убивает экономику нашей страны. Это значит, что нашим, а не его детям, будет жить все хуже и беднее с каждым днем. Причем не все дети будут воспитываться в семьях с отцом. Это его абсолютно не заботит. Ему дают информацию в папках. Там все ему красиво нарисовали, как у нас все будущее красивое и замечательное. Ну, я уверен, что так и будет. Но без Путина, когда война закончится, непременно так будет. Я не могу поверить, что наши граждане поддерживают эту войну. Я уверен, что это не так. Если это не так, то почему молчите? Заявите об этом, заявите как можно громче. Лично Кремлю, лично Путину. Конституция гарантирует вам право на мирное собрание без оружия, митинги, шествия. Даже если будет Путин находиться в каком-то очередном своем бункере, ему эту информацию обязательно донесут, что народ против этой преступной войны. Эту преступную войну нельзя было начинать, ее нужно как можно скорее заканчивать. Жизнь — это высшая ценность. Об этом в нашей стране забыли, ее не ценят. Считают народ как будто пушечным мясом. Но так будет происходить только пока мы молчим. И эту войну пора уже заканчивать и перестать молчать. Я думаю, это все, что я хотел бы сказать.